Всем привет, с вами Ларри. Вы на канале Про Хобби в нашей рубрике о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Сегодня у нас Good Smile Company Figma Mercy из Overwatch. I'll be watching over you. Давайте на берегу договоримся, прежде чем я вам расскажу, кто такая Mercy, что Figma это не компания, так же как Nendoroid, так же как Revoltech, это не компания, это формат фигурки. Я знаю много интересных, смешных историй про то, как просили фигурки от компании Figma. Нет такой компании. Есть компания Good Smile Company. Запомните это, пожалуйста, если вы не знали. И компания Good Smile Company производит фигурки Nendoroidов и Figma. Nendoroidов вы у нас в роликах уже видели не раз. Figma у нас впервые. Давайте же узнаем для начала, кто такая Mercy, а потом поговорим о Figma. Мерси – настоящее имя Ангелы Циглер. Она из поколения детей, которых восстание машин оставило сиротами. Потеряв обоих родителей, Ангела всей душой возненавидела войну и, став старше, решила посвятить себя спасению жизни людей. Она стала врачом и со временем доросла до главы хирургического отделения одной из ведущих больниц Цюриха. Ангела добилась выдающихся достижений в области медицины, в частности в лечении угрожающих жизни травм и болезней. Ее талант в скором времени привлек внимание Overwatch, и девушки предложили работать на них. В годы работы на Overwatch Ангела создала специальный костюм полевого медика Валькирия, позволявший быстро перелетать по полю боя к раненым на передовой. Доктор Циглер лично использовала этот костюм быстрого реагирования на многочисленных боевых заданиях Overwatch. После того, как Overwatch прекратил свое существование, Ангела Циглер продолжила медицинскую деятельность и по-прежнему продолжает помогать людям, пострадавшим в ходе войны. А у нас 427-я Figma. Да, Фигмы, как и Nendoroid у гудков, имеют нумерацию. И Mercy попала под 427 номер. Сразу скажу, что я не играла в Overwatch, я в него не играю и не планирую играть. Данная фигурка предоставлена друзьями на распаковку. Также постоянным спонсором нашего канала является Азазель. Спасибо тебе, Азазель, ты уже не первый месяц нам помогаешь и донатишь. Любим тебя, целуем и обожаем. А теперь к фигурке. Коробочка в желто-бело-черных тонах, надписи черные, элементы желтые, сама коробка по дефолту белая. Небольшая, открывается она сверху, картоночка тоненькая. Собственно говоря, у них точно такая же картонка в упаковке под Nendoroid идет. Внутри блистер, окошко только одно для того, чтобы рассмотреть фигурку и какие-то ее там запчасти. На обороте у нас сама фигурка в разных позах, варианты ее лиц, которые идут вместе с ней, варианты оружия, которые идут вместе с ней, и вариации ее в постановке с фигуркой другого персонажа из Overwatch. Юридическая информация, сверху у нас сама крупничком Mercy, в принципе, так же, как и снизу. Ничего особенного у нас на коробке нет. Давайте ее откроем. На внутренней вставочке написано желтенькая внутренняя вставочка, здесь написано Figma и что-то на японском. Это интересная штука. Я впервые на самом деле сталкиваюсь с Figma. У меня дома есть одна, но она опять же не моя. Есть перфорация, то есть я так подозреваю, что подставку можно вот на эту перфорацию, то есть сделать вот эту штуку как такой пьедестал, сложить его, то есть выдавить по перфорации, потом сложить определенным образом и подставочку поставить на пьедестал. Это как бы мое, мы сейчас инструкцию посмотрим, но я подозреваю, что это именно так. Я пьедестал вам складывать не буду, это не моя фигурка, там человек сам разберется, что делать с этой картонкой. В блистере фигурка, видимо, полиэтилен. Так, открываем. Кстати, хорошо сидит, хорошо, плотненько. Скотча нет нигде.
Это же пакетики для дополнительных деталюшечек. Это же так мило и прекрасно. Так, что у нас тут? У нас есть ее жезл. Он по-дурацки называется. Он лечит, воскрешает, делает всякие полезные штуки. Он раскрывается. Та-дам! Ну, давайте по-быстренькому. Что у нас тут? У нас есть Мерси! Хе-хей! Крутяк в полиэтилене. Вся в полиэтилене. Нужно играть. Ошметки от крыльев. Это круто. Я буду сейчас смотреть по инструкции, как их там вставлять. Главное, куда. Пистолет. Бластер, вернее. Это бластер, который вот так же называется, как вот эта штука, только бластер. Она им раздает люля. И второе личико. Серьезно. Здесь добрая, а здесь у нее серьезно. Вот этим личиком она лечит, а вот этим личиком люля раздает. Не путайте. Это важно. Подставка с дохрень... еще там руки, кстати. Подставочка с дохрениллионом всяких шурупчиков и лапки. Еще дополнительный пек. Это очень круто. Это прям классно. Это кайф. И инструкция. Это хорошо, потому что она мне сейчас понадобится. Потому что я ни черта не понимаю, как тут что засовывать. И это, я думаю, мне очень-очень пригодится. С одной стороны на японском, с другой стороны на английском, что тоже очень неплохо. Но русского все равно. Вот. Давайте я ее за кадром соберу. Вам ее покажу, все ее детальки, как у нее гнутся ручки, ножки, как у нее личики меняются и прочее, а потом мы перейдем к оценке.
Вы, наверное, смотрели все это и такие, блин, а где купить, а что стоит? Так вот, рассказываю, купить ее сейчас можно на моменте релиза, который состоялся в январе 2020 года. Она стоила где-то 7300 йен, ну, без учета доставки, соответственно, там доставочка выходила 8 там, с копейкой. Соответственно, сейчас ее можно все еще купить. Если прям очень сжать булки, то, возможно, даже и за эти же деньги. Если в расслабленном варианте, то можно найти чуть подороже, то есть за 8 с копейками без учета доставки. Вот, мне кажется, что я становлюсь фанатом фигмы, потому что дома у мужа на полке стоит Мотока Кусанаги из «Призрака в доспехах». И вот она тоже крутая. Она прям тоже крутая. У меня, правда, меньше всяких финтифлюшек, типа вот как крылышки у Мерси. Но, блин, вы видели это? Ну вы же видели все, у нее крылья двигаются, у нее все двигается. Пистолет, все эти шарниры, они не выглядят так уродски, знаете, как у револьтехов как раз койодовских. Вот там прям пипец, меня прям бесит. А здесь это все так изящно, все так незаметненько. Ну, впрочем, как и у Нендов, но у Нендов там у них супер деформит формат, поэтому как бы там в принципе шарниры не сильно как бы бросаются в глаза. У таких изящных фигурок они обычно бросаются в глаза. Но здесь, посмотрите, ну это же классно, это супер. Вот это просто, ребят, это такой респект конторе. Ребят, это не просто обламывается, это держалка для запасных лапок. Это не надо, это прекрасно для хранения просто. Ну, блин, камон, серьезно. Вам не надо открывать пакет и всю эту кучу, вот как у наших товарищей в ранне, да, у бандаев. Вот так просто высыпал эту кучу ладонью, что с ней делать? А это так удобно, блин, реально. Каждая ладошка, каждая лапка на своем месте. Можно просто одну снял, вторую наклеил. Это очень круто. Вот за это прям вообще отлично. Вообще, в целом, могу сказать, что я сразу готова дать этой фигурке супер-пупер, потому что для фигмы, ну, гудки в принципе молодцы. Эта фигма, она очень крутая. Подставка, вот, я ее закрепила. И это же потрясающе просто, ребят. Это, я не знаю, я действительно фанат фигмы. Да, становлюсь. Просто за свои деньги это офигенная тема. Это, опять же, как говорила Чуев в выпуске про Бандай, неплохие фигурки для захода в хобби. Это действительно так, они недорогие, они качественные. Я не знаю, тут столько экшн-поз можно придумать, и она будет реально радовать глаз. Я все сказал. Для кого, если вы фанат Overwatch, если вы фанат непосредственно Мерси, да. Если вы просто собираете фигмы, да, вот она у вас, если вы собираете фигмы, она прям должна у вас быть, потому что она крутая, вы посмотрите, блин, на нее. Присмотрюсь-ка я к фигмам. На этой офигевательной ноте я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам выпуск понравился, вам понравилась Мерси. Вы поставите лайк Мерси, бог с ней со мной, не ставьте мне лайк, поставьте Мерси лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны и вообще впервые здесь. Я напомню, что с вами была Ларри. Приходите к нам в соцсети, а еще мы теперь стримим потихонечку. Вот, и, наверное, на этом я с вами прощаюсь. До нового выпуска. Пока-пока.